Понравился мой прошлый видос про британскую королевскую семью? Поэтому ты пришел сюда? Нет? Может, ты любишь узнавать что-нибудь новенькое о зарубежных странах? Да? Тогда ты должен взглянуть на канал NatBears. Девушка рассказывает о всех трудностях и красотах жизни за границей, в Англии. Не перевариваешь Британию? Тогда посмотри, как она путешествует по всему миру, показывает интересные места. Насладись вместе с ней красотой жизни и раскрой в себе ценителей философа. Ссылка в описании. Ну а нам пора вернуться в жестокую реальность. Всем здорово, вы на канале Шизматик, и сегодня я расскажу вам про главные виды детского рабства в современном мире. Начнем. В Афганистане до наших дней сохранилась ужасная традиция – бача-бази, или игры с мальчиками. Это детская проституция, в которую завлекаются мальчики с 8-летнего возраста. Их там учат соблазнительно танцевать для состоятельных мужчин, а после ими продают. Пока проходит обучение, детям не говорят, чем они будут заниматься. Но после того, как мальчики понимают, что от них требуется, у них остается всего два выбора. Либо остаться, либо умереть. Один выбор краше другого, не правда ли? Понятное дело, что все эти дети это сироты, либо дети из бедных семей. Большинство родителей хотят обеспечить своим детям светлое будущее. Так и в бедных странах, как, например, в Сенегале, родители тоже хотят, чтобы их дети получили хоть какое-то образование, поэтому отдают их в духовные школы. Но за такое образование детям приходится платить. Собственные учителя отводят их на улицу и заставляют попрошайничать. Так в Сенегале около 50 тысяч детей занимаются этим профессионально, и каждый день они должны собрать определенную сумму и отдать ее учителю. Все деньги, собранные таким образом, идут не на детей, не на ремонт школы, все они идут в карман учителю. После такого даже самый плохой учитель уже не кажется настолько ужасным. Возраст таких учеников находится в рамках от 4 до 14 лет. Понятно, что у этих детей нет ни светлого детства, ни хорошего будущего. В традиционных религиозных кругах Западной Африки сохранилась такая ужасная традиция, как тракоси. Девочек забирают из семей и заставляют отрабатывать их грехи. Девочки подвергаются насилию и тяжелым работам. При этом они не могут иметь при себе деньги. То есть всем необходимым их должны обеспечивать родственники. Жизнью рабынь полностью управляют священники, которые отчитываются лишь перед Богом и перед владельцем храма. После таких заявлений уж очень трудно верить в Бога. То есть священники могут делать все, что угодно. Им всего лишь нужно будет сказать, что это было ради Бога, ради веры, ради искупления грехов. Так нужно было. А что еще надо? Вы думаете, это все, что сваливается на этих бедняжек? Нет. Девочек насилуют так часто, что количество детей у священников исчисляется десятками. Кто-то подумает, что дети приносят хоть какую-то долю радости этим рабыням. Но нет, дети делают все еще хуже. Малыши являются незаконно рожденными, ведь их отец официально Бог, за что на рабынь сваливается еще больше негодования и презрения. Хорошо эти священники там устроились. Ужас просто. А сейчас мы поговорим про самую распространенную форму рабства в мире, в которой насчитывается около 10 миллионов. Эта проблема не обошла стороной даже самые развитые страны. Так в Америке находится около 50 тысяч детей, среди которых около 70% девочек. Каждый год эта цифра увеличивается примерно на 18 тысяч. И я могу сказать, это просто огромные цифры. Для домашних рабов существуют такие обязанности, как уборка по дому, работа в саду, забота о детях, хозяев, а также очень часто их используют как объект для сексуальных игр. Домашними рабами не принято хвастаться, поэтому их держат в изоляции. Китайских и вьетнамских детей привозят в Великобританию и заставляют работать на конопляных плантациях, большая часть которых находится в Шотландии. Детей держат в зданиях, в которых заколочены окна, закрыты двери. Эти здания охраняются 24 часа в сутки вооруженными бандами. Дети, находясь круглосуточно в закрытых зданиях, работают с химикатами и различными удобрениями для конопли. Все это, конечно, ужасно действует на здоровье, и мало кто из них доживает до 30. Им говорят, что они должны отработать какой-то долг семьи. Иногда этот долг реальный, иногда он вымышленный. Да какая разница вообще, вымышленный он или реальный? Главная проблема в том, что правительство Великобритании не очень-то пытается как-то исправить эту проблему. Как всегда, люди закрывают на это глаза.
а проблема продолжает существовать. Каждый месяц в Пакистане похищают около 30 мальчиков в возрасте от 2 лет. Над детьми жестоко издеваются, морят голодом, а все для того, чтобы они выросли маленькими и легко весили. Ведь их используют как жокеев на верблюжьих скачках. На что только не пойдут эти люди, чтобы выиграть в гонке? Если ребенок не соответствует ожиданиям, или он вырастает и перестает соответствовать требованиям, то его просто убивают. Представьте, его просто убивают. Кому вообще пришла эта ужасная идея в голову? Как можно использовать детей для такого? Меня просто поражает, почему никто, у кого есть хотя бы какая-то власть, не пытается это остановить. Нет, конечно, мотивы понятны, деньги и все такое, но это же такая низость. Какие же они мрази просто. Многие люди хотят прожить долгую и счастливую жизнь, но некоторые из них поступают ужасными методами. Ни для кого не секрет, что в наше время существует и донорство детских органов. Вы просто представьте себе, детей пускают на мясо, чтобы какой-то старый пердун дожил свои 2 никчемные года. Я просто ужасаюсь, насколько у них опущена планка совести. Убить чью-то жизнь ради своей – это просто пугает меня до усрачки. Самое отвратное, что я очень редко вижу по новостям что-то подобное. Горнодобывающая промышленность – одна из самых опасных деятельностей во всем мире. И вы просто представьте, к чему это может привести, если все это делать незаконно, с использованием детского труда. Больше всего таких шахт находится в Латинской Америке, Африке и Азии, то есть в бедных странах. И никакой помощи эти дети просто не получают. Они гибнут друг у друга на глазах. Какая может быть здесь надежда? Их жизнь ограничена шахтой. Они с 3-летнего возраста таскают тяжести, дышат пылью и химикатами из земли. Почему у нас всякие войны, всякие санкции? Почему не уделяют столько внимания действительно важным проблемам? А сейчас вы просто офигеете. Дети используются не только как рабочая сила, как игрушка для секса, но еще как и военное оружие. Дети-солдаты пользуются большим спросом для террористических ячеек, частных армий, в гражданских войнах. Детей легко запугать, они не знают своих прав, и они боятся убежать и делают все, что им говорят. Именно поэтому дети хорошие солдаты. Война и убийство для них становятся просто обычным делом, точно таким же, как для меня или для вас сон или еда. Таких бойцов набирают обычно из разоренных деревень, уничтоженных той же войной, в которой потом эти дети и участвуют. Просто какой-то замкнутый круг. А если дети попадают в плен к противнику и их не убивают, то у них просто меняются хозяева. Наверное, многие из вас любят шоколад, а если у вас есть дети, то, наверное, вы часто покупаете им что-нибудь вкусненькое. Но как это ужасно бы ни звучало, дети, которые добывают этот шоколад, никогда его не пробовали. В Кот-д'Ивуаре и Гане на сборе бобов участвуют около 500 000 детей. А ведь именно на эти территории приходится около 60% общего сбора какао-бобов. То есть, так или иначе, все мы причастны к страданию этих детей. Все мы грешны. Все мы грешны. А ведь ни один производитель шоколада никогда не покажет что-то подобное у себя в рекламе. И ни правительство, ни предприниматели, никто не хочет признать свое мразотство, что они эксплуатируют детей из бедных семей, сирот. Все сваливают друг на друга. Я вам сейчас рассказываю настоящие истории, настоящие факты. И это просто поражает и меня, и, надеюсь, и вас. Как до такого можно было вообще опуститься? Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Люди должны узнать правду, и они ее узнают. Но именно вы можете повлиять на то, как быстро это произойдет.